Всем привет! Мы продолжаем ежегодную рубрику канала, посвященную обзорам моих масштабных моделей с цинковой чумой. И здесь я подобрал 12 наиболее интересных масштабных копий, за которыми многие из вас следят уже на протяжении нескольких лет. И кто впервые наткнулся на данный видеоролик, то вкратце расскажу, что эта рубрика на основном канале идет уже несколько лет. И она была сделана ради спортивного интереса, как эксперимент. И я хотел вам наглядно показать, что происходит с моделями на протяжении какого-то длительного времени и как они мутируют, даже если над ними был произведен какой-то косметический ремонт. И, конечно, объективно, это по большому счету просто набор запчастей, какой-либо коллекционной ценности эти модели больше не представляют. И, повторюсь, все это делается ради эксперимента. Результат всегда будет один, модели рано или поздно все равно развалятся, потому что даже если вы их склеиваете, собираете обратно, трещины появляются в новых местах. И первая модель, с которой я хочу начать сегодняшний видеоролик, это многоосник МАЗ от Эликона. Это был первый МАЗ подобного рода в моей коллекции. Трудно сказать, какого года выпуска, это масштабная копия. Я думаю, это уже российский новодел, но у меня не сохранилась оригинальной упаковки. И здесь как раз можно видеть, что на кабине и моторном отсеке появилось очень много различных трещин. И также здесь искривилась рама, крепежные элементы. По-моему, я уже даже подклеивал некоторые детали, но кабины здесь болтаются, они уже не фиксируются, потому что тоже пошло искривление, но пока что грузовик держится. Я его время от времени достаю и проверяю на наличие новых трещин и различных дефектов. Краска пока что держится, на ней нету вздутий, но по большому счету у грузовика кабина и рама, на выброс остается только колесики и кузов. И рама здесь тоже немножко изменила свою форму. Я вам показывал отдельные МАЗы от Эликона, которые я взял на замену этому грузовику, и на них пока что каких-либо дефектов не наблюдается. И вторая модель — это самосвал Урал, который у меня тоже в количестве нескольких экземпляров. Один Урал нормальный, вторая модель тоже с признаками цинковой чумы, и у этой модели сохранилась оригинальная упаковочка, и как раз можно, я думаю, посмотреть дату изготовления, если здесь есть вкладыш или штампик на какой-то из сторон. Но, по-моему, здесь штампик стерся. Есть какие-то следы краски, но точной даты я вам не скажу. Я предполагаю, что тоже где-то 2001-2002 год. И как раз у этого самосвала пошла трещинами кабина. Если вы посмотрите на переднее крыло, то оно тоже немножко изменило свою форму, появилась большая щель между капотом и крылом, и также здесь отчетливо виднеются различные микротрещины. И также на кабине появилась трещина в углу, ее раньше не было. Ну и, конечно, отливка кабины здесь оставляет желать лучшего. Это уже поздняя модель, сделанная на изношенных формах, поэтому здесь все очень криво сделано. И у этого грузовика поднимается кузов, хотя кузов здесь без каких-либо трещин. И получается только зачумела кабина. Рама и кузов здесь в нормальном состоянии. И, конечно, можно найти где-нибудь на барахолке, кабину поставить на этот грузовик. Но у меня, так как есть второй, точно такой же грузовик на замену, эту модель я оставлю в первозданном виде. Далее я вам покажу очень красивый пожарный автомобиль, который мне нравится. И это ЗИС от фирмы Ламо. И многие из вас знают, что модели от этого бренда практически все рассыпаются, они подвержены цинковой чуме. И у меня подобных моделей рассыпалось 5 или 6 штук. Я их держу в виде набора в отдельном пакетике. И пока что нет желания их склеивать, потому что эти модели довольно сложные. Очень много мелких, тонких деталей. И бывают моменты, когда пытаешься восстановить подобные модели, и вся эта конструкция
потом все равно ломается. Ну, симпатичный грузовичок. Здесь пока что не отвалились какие-либо детали, но если вы посмотрите на лакокрасочное покрытие, здесь тоже огромное количество микротрещин, также вздутий на лакокрасочном покрытии. В некоторых местах просто облупилась краска. И, конечно, жаль терять такую масштабную копию, но ничего не поделаешь, кто знал в то время, когда я покупал эти модели, что они рассыпятся буквально через 10-15 лет. И далее мы перейдем к легковушкам. И первая модель — это ВАЗ-2107 в милицейском варианте исполнения. Эта модель у меня полностью рассыпалась. Я ее несколько раз собирал, проклеивал. И на этой модели я испытывал прорезиненный клей. Он немножко дает играть запчастям. И пока что модель держится, хотя в прошлом году после одного видеообзора мне пришлось заново склеивать днище. Оно рассыпалось, потому что здесь все в микротрещинах, и из-за того, что это довольно тонкая деталь, она даже склеенная не держит свою форму. Ну и, конечно, некоторые детали я уже не стал устанавливать, потому что они просто были утеряны и не подлежали в некоторых случаях восстановлению. Здесь уже не открываются дверки, я их попросту вклеил, рассыпались крепления, и также отсутствует задний бампер, я его поставил на другую модель, которая у меня была не совсем комплектная. И также заменил колесики. С этой модели колесные диски я поставил на один «Москвич», а на эту модель я поставил колесные диски от ВАЗ-2112 из серии «Автомобиль на службе». У меня тоже спрашивали, что это за диски. Это диски от «Двенашки». И следующая модель — это «Десятка». Тоже первая «Десятка» в моей коллекции. И, к сожалению, эта модель тоже зачумела, хотя корпус здесь нормальный, рассыпалось днище, капот и крышка багажника. Крышка багажника у меня осталась в первозданном виде, капот рассыпался, я его подклеивал, но ничего хорошего из этого не вышло. И днище я тоже пытался восстановить, уже вам показывал в одном видеоролике на основном канале, мне пришлось его урезать, потому что днище сильно изменило свою форму, и здесь нужно подкорректировать крепежные отверстия для колесных дисков, потому что здесь тоже все сместилось, и колесики уже не ставятся на первоначальное место. Я этот момент упустил, поэтому пока что у меня модель осталась без заднего моста. Но днище более-менее теперь подходит под корпус. И тоже эта модель у меня для эксперимента. Конечно, жаль, хороший красивый цвет. На замену этой «Десятки» я в свое время приобрел автомобиль синего цвета и тоже делал давно на ту модель видеообзор. Далее следует «Москвич» 2141. Эта модель у меня не ремонтировалась, она сохранилась в первозданном виде, но здесь, конечно, наглядно видно очень много трещин, тоже детали изменили свою форму, и покрышки оплавили колесные диски, сохранилось только запасное колесо, остальные колеса здесь, конечно, тоже уже утратили свой первоначальный вид. И у капота сломалось крепление. Тоже попросту рассыпалось. Дверки пока еще держатся, но я их не хочу открывать. Если пытаться их открыть, тоже сломаются крепления. Я более чем уверен. И здесь у «Москвича» лопнули стойки. Второй «Москвич» — это бывший вариант такси. И эту модель я полностью проклеивал, грунтовал, собирал. Она тоже у меня рассыпалась. Одна дверь не подлежит восстановлению, вторая дверка у меня лежит в отдельном пакетике, я ее сохранил с оригинальной краской. Здесь тоже рассыпался капот, как раз видно, на внутренней стороне появились новые микротрещины после ремонта, а пока что на автомобиле особо не проступают новые трещинки. Вот здесь один момент есть, и, по-моему, где-то сзади я видел пару трещин, но из-за того, что эта модель была полностью снаружи и снутры обмазана клеем, пока что трещины не появляются. И вроде бы держится «Москвич», но я не стал его красить, потому что если появятся трещины, я могу еще раз покрыть его грунтом после подклейки, а если модель будет уже окрашена, ее придется опять перекрашивать, снимать старую краску, это больше возни.
И третий «Москвич» — это еще один вариант такси, только эту модель я решил склеить без перекраски. И тоже здесь как раз видно места, где были разломы, это и передние стойки, дверку пришлось вклеить, задняя стойка. И с этой модели я снял салон, потому что после сборки уже невозможно было все поставить на свои места. Но, в принципе, салон здесь не особо нужен, потому что черные стеклышки. И тоже сломался капот. И на этой модели я, по-моему, переставил решетку радиатора и табличку под номерной знак на вторую модель, которая у меня была некомплектная. Здесь покрышки не оплавили колесные диски, но некоторые диски здесь тоже потеряли свой первоначальный вид, потому что они или поцарапанные, или как-то повредились, тоже уже не помню. И с этого «Москвича» я снял запасное колесо. Следующая модель — это УАЗ «Фермер». В принципе, первая модель, которая и начала подобную рубрику на моем канале. И тоже жалко данный грузовичок. И здесь я уже подклеивал кабину, вклеивал дверки, потому что они вывалились. И как раз вы можете видеть, как кабина изменила свою форму, ее тоже раздуло, все стало в кривь, в кось. И остекление изначально было вот таким неправильным. Это остекление с микроавтобуса. А на данном фургончике должна быть другая плашка. Вот так он выглядит. И здесь тоже проваливается люк, я не стал его вклеивать. И можно посмотреть, насколько раздуло кузов. Теперь здесь болтается решетка радиатора. И тоже появилось очень много микротрещин, которые отсутствовали еще в прошлом году. Начала облупливаться краска. И сложно сказать, сколько протянет еще этот УАЗик, но пока что он у меня держится. Вот как раз отвалился карданный вал, видимо, из-за того, что здесь уже начинает вести пластик, из-за того, что кабина изменяет свою форму. Но потом я его вставлю после данного видеоролика и покажу вам еще один УАЗ. Это тоже был некий эксперимент, модель рассыпалась, некоторые детали с нее я взял для доработки другого некомплектного УАЗа. И здесь я самостоятельно изготовил из эпоксидной смолы крышку багажника, крышку капота, осветительную технику. И тоже, по большому счету, это вот такой Франкенштейн, который сделан ради спортивного интереса. И у этой модели еще пока открываются дверцы, хотя я тоже подклеивал крепления и поставил здесь, по-моему, передние сиденья от журнальной «Волги», потому что, повторюсь, некоторые детали я использовал в ремонте другой модели. Тоже пока что держится. Я его не стал перекрашивать, а некоторые детали, которые восстанавливал, просто покрыл грунтом. Следующая модель — это двойка, новодельная. И эту машину я приобретал, по-моему, в 2003 или в 2004 году, тоже уже не вспомню. Их продавали в одном торговом центре у меня в стране. И модель изначально была без каких-либо дефектов, но со временем начали появляться трещины. Как раз вы видите очень много повреждений на боковой стороне, также капот. И здесь, получается, сломалась решетка радиатора, потому что начала гнуть крепежный элемент. Колесики родные, вот такие они были изначально, я ничего здесь не менял. И единственный элемент, который в этой модели сохранился, это крышка багажника. Здесь нет каких-либо признаков цинковой чумы. И, по-моему, здесь также уже вываливаются задние фонари, потому что они просто не держатся в крепежных отверстиях. Вот такая модель. И последняя модель — это ГАЗ-13 «Чайка» в очень интересном цвете. Тоже новодельная, тоже, скажем так, сборная солянка с завода. У этой модели колесные диски стоят от ГАЗ-3102 «Волга». Но, к сожалению, эта модель тоже, как и многочисленные из этого периода, начала рассыпаться. И здесь корпус меняет свою форму. Вы видите, что уже не держатся декоративные хромированные накладки. Также раздула дверь.
все покрылось и пузырьками, и микротрещинами. Вот здесь виднеется трещинка посередине на крыше. Тоже жаль, конечно, красивый цвет, интересная модель. А вторая чайка, которая у меня еще с советского периода, без каких-либо признаков цинковой чумы. Так что вот такие модели, которые я хотел вам показать в сегодняшнем видеоролике. Пишите ваши комментарии, если в вашей коллекции такие чумные модели. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Также вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на этом канале. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.